международной политики, и хотелось бы, в завершении этого раздела предоставить слово американскому добровольцу Расселу Бентли с позывным «Техас», который приехал на эту войну спасать, защищать нас. Он расскажет о политике Америки в отношении Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. И, предваряя его слова, я хотела бы привести цитату американского сенатора Генри Трумана, его изречение, которое он сказал 24 июня 1941 года. Он сказал, то есть уже война началась, 2 дня прошла: если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России. Если Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно больше убивают друг друга. Хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах увидеть Гитлера в победителях. Вот примерно суть того, что происходило тогда со стороны Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, Рассел. Я буду с переводчик помощь. Я не американец, сейчас русский гражданин. So, as the prospect of a full-scale military war in Ukraine seems to have receded once again, at least for the time being, the information war again takes center stage. Поскольку перспектива полномасштабной военной политики на Украине, кажется, снова отступила, то, по крайней мере, на время информационная война снова выходит на первый план. The connivance of Western governments, media, and tech giants to suppress, censor, and alter information, and even history itself, continues and has even intensified recently. Покровительство западных правительств среди массовой информации и технологических гигантов подавлять, подвергать цензуре и изменять информацию и даже саму историю в последнее время продолжается и даже усиливалось. И есть все основания полагать, что это будет продолжаться. There is every indication to believe that it will continue to do so. Their tactics include omissions and distortions of widely confirmed facts, insinuations, abject hypocrisy, and outright lies. Их тактика включает упущения и искажения широко подтвержденных фактов, инсинуаций, вопиющее лицемерие и откровенную ложь. What is the motive behind these concerted and coordinated campaign of deception? Каков мотив этой согласованной и скоординированной кампании обмана? As George Orwell noted with great prescience in his book 1984, who controls the present controls the past. Who controls the past controls the future. Как с большим даром предвидения Джордж Оруэлл заметил в своей книге 1984, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. This is not a slight difference of opinion, not a small difference of perspective or interpretation of facts. This is intentional, multifaceted attack on history and truth itself, led by those who own and control the United States, aided by their willing lackeys and collaborators among the rulers of the EU. Это не просто небольшое расхождение во мнениях, это не небольшое расхождение во взглядах или интерпретации фактов. Это преднамеренная, многократная атака на историю и саму истину, проводимая теми, кто владеет, контролирует Соединенными Штатами, и поддержки лакеев и коллаборационистов среди правителей Европейского Союза. It is not through stupidity that so-called pundits in the West claim that the U.S. won the war or liberated Europe. Так называемые ученые-мужи на Западе заявляют, что США выиграли войну или освободили Европу не по глупости. It is not through forgetfulness that Western commemorations of the defeat of German Nazism do not even include Russia as an ally, and it is not a simple misunderstanding when they utter the most despicable lie of all, equating the heroes of the Red Army with the Nazi murderers and criminals they defeated. Не из-за забвения
сегодня западные торжества по случаю поражения немецкого нацизма даже не называют Россию союзником. И это непростое недоразумение, когда они произносят самую гнусную ложь из всех, приравнивая героев Красной Армии нацистам, убийцам и преступникам, которых они победили. These are intentional lies spread to distort the past in order to distort the future. Это умышленная ложь, распространяемая с целью исказить прошлое, чтобы исказить будущее. The historical facts are well known and beyond dispute and have been widely accepted for over half a century. Исторические факты хорошо известны и неоспоримы, и они были широко признаны на протяжении более полувека. It was the Soviet Union, not only more so than anyone else, but more so than everyone else combined, that contributed to and sacrificed for the defeat of the German Nazi war machine. Именно Советский Союз не только больше, чем кто-либо другой, но и больше, чем все остальные вместе взятые, внес свой вклад в поражение немецкой нацистской военной машины и принес для этого жертвы. Over 80% of all German military losses in World War II were on the Eastern Front. Более 80% всех немецких военных потерь во Второй мировой войне пришлись на Восточный фронт. 80%. All other allies combined accounted for only 20%. 80%. На всех остальных союзников вместе взятых приходилось всего 20%. And yet today, they call themselves the victors and liberators and ignore or disparage the lion's share of the fighting done by the Red Army. И все же сегодня они называют себя победителями и освободителями и игнорируют или принижают львиную долю боевых действий, которые вела Красная Армия. Without the courage, dedication, and sacrifice of the Red Army and all citizens of the Soviet Union, D-Day would never have been even remotely possible, and Europe would, in all probability, still be under the boot of Nazism to this day. Без мужества, самоотверженности и Красной Армии всех граждан Советского Союза день Д, то есть день высадки союзных войск в Европе, никогда не был бы возможен даже отдаленно. И Европа, по всей вероятности, все еще находилась бы под сапогом нацизма по сей день. The Soviet Union lost more than 24 million of its citizens in the war, including a 31% death rate among their military. Советский Союз потерял в войне более 24 миллионов своих граждан, включая 31% смертей среди военных. Most of them before the United States even got to the battlefields of Europe in 1944. Большинство из них еще до того, как Соединенные Штаты попали на поля сражений в Европе в 1944 году. The USA lost 419,000 citizens in the war, and the UK lost 451,000, with military fatality percentages of 2.5 and 3.3 respectively, a fraction of what the USSR lost. США потеряли в войне 419 тысяч граждан. Великобритания потеряла 451 тысячу. При этом процент военных потерь составил 2,5% и 3,3% соответственно. И это лишь доля того, что потерял СССР. And yet it's the US and UK who lead the mendacious campaign of historical revisionism against these facts today. И все же именно США и Великобритания сегодня возглавляют лживую кампанию исторического ревизионизма против этих фактов. I do not in any way discount the true heroism of the soldiers and citizens of the Allied countries who also suffered and sacrificed in the fight against the German Nazis. Я никоим образом не сбрасываю со счетов истинный героизм солдат и граждан союзных стран, которые также пострадали и принесли жертвы в борьбе с немецкими нацистами. My own grandfather was a tank commander under General George Patton and fought the Nazis from southern Italy all the way to Germany itself. Мой дед был командиром танка под командованием генерала Джорджа Паттона и воевал с нацистами с юга Италии до самой Германии. I have great respect for all who fought against German Nazism, but I say that those who discount the role of the Soviet Red Army today disgrace themselves and insult the memories of all who fought, suffered, and died in that war. Я очень уважаю всех, кто боролся с немецким нацизмом, но я говорю, что те, кто не принимает во внимание роль советской Красной Армии сегодня,
позорят себя и оскорбляют память всех, кто сражался, страдал и погиб в этой войне. There are laws in Europe today that imprison people for questioning the Holocaust and the genocide of 6 million Jews under the German Nazis. But there is no law there against disputing or disparaging the sacrifice of 24 million Soviet citizens. Сегодня в Европе действуют законы, которые заключают людей в тюрьмы за то, что они ставят под сомнение Холокост и геноцид 6 миллионов евреев и немецких нацистов. Но нет закона, запрещающего оспаривать или унижать жертвы 24 миллионов советских граждан. U.S. and British hypocrites and revisionists make much of the non-aggression pact signed between Russia and Germany at the end of August 1939, conveniently forgetting the capitulation to Nazi aggression in the Munich Pact signed by Britain and France with almost a full year earlier in September 1938. Американские и британские лицемеры и ревизионисты уделяют много внимания пакту о ненападении, подписанному между СССР и Германией в конце августа 1939 года, удобно забывая о капитуляции перед нацистской агрессией в Мюнхенском пакте, подписанном Великобританией и Францией почти за год до этого, в сентябре 1938 года. And it should never be forgotten that it was U.S. and U.K. oligarchs, along with German corporate leaders, who gave the financial and political backing that brought Hitler and the Nazis to power in the first place, beginning in the early 1930s. Никогда не следует забывать, что именно олигархи США и Великобритания, а также лидеры немецких корпораций оказали финансовую и политическую поддержку, которая привела Гитлера и нацистов к власти, в первую очередь, начиная с начала 30-х годов. The U.S. did not declare war until December 1941 and did not enter Europe until September 1943. США не объявляли войну до декабря 1941 года и не входили в Европу, Южную Италию до сентября 1943 года. The main European offensive by the U.S. and U.K. would not be until June 1944, more than a year after the Red Army had turned the tide at Stalingrad and forced the Germans into full retreat. Главное европейское наступление США и Великобритании не должно было произойти только в июне 1944 года, то есть более чем через год после того, как Красная Армия перешла в наступление, повернув ход битвы под Сталинградом и заставила немцев полностью отступить. But to hear it today from U.S. and European politicians, scholars, and historians, it was the U.S. and U.K. that saved the world from Nazism with a little help from the USSR. Но если послушать сегодня политиков, ученых в кавычках и историков в кавычках США и ЕС, то именно США и Великобритания спасли мир от нацизма с небольшой помощью в кавычках СССР. And it should also never be forgotten that the U.S., U.K., and Canada imported tens of thousands of Nazi war criminals, including the mass murderers of OUN and UPA, not to punish or imprison them, but to collaborate with the very Nazis who had been their so-called enemies and give them jobs in military, political, and intelligence fields to continue working against the Soviet Union. Также никогда не следует забывать, что США, Великобритания и Канада импортировали десятки тысяч нацистских военных преступников, включая массовых убийц ОУН-УПА, не только для того, чтобы не для того, чтобы их наказать или заключить в тюрьму, а для сотрудничества с теми самыми нацистами, которые были их так называемыми врагами, чтобы дать им работу в военной, политической и разведывательной сферах, чтобы они продолжали работать против Советского Союза. Such mendacity and hypocrisy must not go undisputed. Нельзя не реагировать на такую лживость и лицемерие. It must be called out, condemned, corrected vociferously every single time it is encountered. Необходимо на них указывать, осуждать и исправлять громогласно каждый раз, когда мы с ними сталкиваемся. Because these lies and distortions are not just crimes against the past, they are done exactly to enable crimes of the same magnitude as World War II to be committed again in the future. Поскольку это ложь и искажение, это не просто преступления против прошлого, они совершаются именно для того, чтобы в будущем можно было совершать преступления такого же масштаба, как Вторая мировая война. George Santayana once said that those who cannot learn from the past
are doomed to repeat it. Джордж Сантаяна однажды сказал: те, кто не может извлечь уроки из прошлого, обречены повторить его. One cannot learn from that which has been erased or replaced with lies. Нельзя учиться на том, что было стерто или заменено ложью. We have an obligation to defend the past and to stand up for the truth, because by doing so, we defend the future. Мы обязаны защищать прошлое и отстаивать правду, потому что тем самым мы защищаем будущее.